Зелень, мясо, рис, топленое масло, лук, шафран. Знаете, что это будет? Это будет азербайджанский плов, который называется сабзи гаурма. Слово сабзи, возможно, не все понимают, но зато все знатоки среднеазиатской и азербайджанской кухни отлично знают, что такое каурма. Каурма – это очень вкусно пожаренное мясо. Но, тем не менее, азербайджанские пловы начинают не с приготовления мяса, даже если оно вот такое замечательное, как у меня сегодня. Азербайджанские пловы начинают с приготовления риса. А рис что любит? Воду. А вода что любит? Соль. Поэтому солим. Здесь примерно 5-6 литров воды. Чем больше воды кипит, тем лучше рис отварится. И я насыпаю сюда примерно 6 столовых ложек соли. Ха! Глаз алмаз, рука точнее весов. Все готово. Помешаем, чтобы соль растворилась. И засыпаем рис. Газ на максимум. И непременно помешать, чтобы рис скорее закипел. Необходимо засечь время. Рис басмати, который я использую, тоже бывает разным. Отдельные сорта варятся очень быстро, за 6 минут. Сорта хорошие, качественные, выдержанные могут вариться 8-10 минут. А самый лучший рис варится 12 минут. Посмотрим, за сколько сварится этот. Включаем секундомер. Ага, вода закипает, вот-вот закипит. И что вы думаете? Я 10 минут ничего делать не буду? Или вы думаете, что я сначала начну резать мясо? Нет, сначала я начну резать лук. Лук особым образом, по-азербайджански. Я было дело уже показывал вам, как режут лук в Азербайджане. Непременно вдоль, потому что так каждая чешуйка лука гораздо прочнее, чем лук, порезанный полукольцами. Таким образом, лук гораздо лучше удержит в себе весь сахар. Чтобы лук приготовился очень вкусно, я буду обжаривать его на топленом масле и буду обжаривать в отдельной посуде. Топленое масло добрых 3 ложки, ну уж никак не меньше, иначе вкусно не получится. Накрываем сотейничек крышечкой. Пойдет запах, услышим звук особый, тогда помешаем. А пока что надо помешать рис. Я неоднократно показывал вам, как проверять готовность риса. Берем рис между подушечек пальцев и сдавливаем его. Правильно сваренный рис должен раздавиться между подушечками. Нет, еще не давится, значит, можно поварить еще несколько минут. Может быть, кто-то не понимает, для чего понадобилось столько воды. А я вам все объясню. Очень важно, чтобы рис как можно быстрее закипел. Потому что при температуре где-то от 74 до 84 крахмал, который содержится в рисе, превращается в клейстер, в липкий клейстер. Поэтому очень важно проскочить как можно скорее температуру. А вот при такой температуре, когда кипит 100 градусов, уже никакого клейстера не образуется. Женщины, которые варят кисель, знают это прекрасно. Потому что если кисель кипит слишком сильно, он снова станет жидким. То есть клейстер распадается, теряет свои клейкие свойства, что очень важно для плова. Я снимаю рис. Варился он 9 минут, но еще вот здесь будет лежать на сите и будет продолжать готовить сам себя, ведь он горячий, и влаги на нем еще сколько-то, да есть. Ай-яй-яй, вы только полюбуйтесь. Вы знаете, сколько здесь было риса? Был всего лишь навсего 1 килограмм 200 грамм риса. Ну, посмотрите, сколько получилось. Гора риса. Я столько гостей угощу. Вы себе не представляете, как они будут восхищаться этим пловом. Знаете почему? Потому что рис вырос и стал очень крупным. Кто-то может сказать, ну и что, он же просто соленой воды напился, разве это вкусно? Увеличилась поверхность риса. Поверхность риса, которую мы покроем маслом. А топленое масло, несомненно, имеет самый восхитительный вкус и аромат. А еще шафран, а еще казмах.
Да вы же не знаете, что такое казмах. О, казмах это то, из-за чего потом дети дерутся. Взрослые спорят. Муж, если хочет пожаловаться на жену, хочет сказать, что жена, мол, у него не такая. Знаете, что он говорит? Говорит, она мне плов готовит, и то без казмаха. Ну хорошо, вам я сейчас расскажу, что такое казмах и почему его любят все дети. Для того, чтобы приготовить казмах, нужно очень тонко раскатать несколько листов теста по форме кастрюли, либо медного казана, в котором готовят плов. Традиционно это плов готовится в медном казане, но можно и в кастрюле. Так вот, либо вот такие листики теста, либо надо найти азербайджанский лаваш. Тоненький, очень пластичный, очень нежный и обладающий уникальным вкусом. Так вот, несколько слоев промасленного лаваша и представляет собой казмах. Если рис пригорает, то иногда запах получается не самый аппетитный. А вот если тесто прижарится, если лаваш прижарится, это будет очень вкусно. И этот запах украсит собою запах самого риса. Мало того, что басмати это сам по себе уже очень ароматный рис. Он же так и переводится. Ароматный рис. И вот теперь промакиваем лаваш. Раз. Два. В маслице. Ага. Следующий его горячий. И все. И все. Укладываем слой за слоем. Я думаю, что 3 достаточно. Ну ладно. Ладно, раз вы так просите, сделаю еще и 4. Ох, как вкусно будет. А вот этот лаваш я сам съем. С маслом и сыром. Вы не посмотрели, как мы делали настоящее сливочное масло? Вы не посмотрели, как мы делали настоящий сыр? А ведь сыр, да масло, да лаваш — это, пожалуй, что самый главный азербайджанский завтрак. Особенно если зелень есть. Все, больше ничего не надо. Дайте мне зелень, сыр, лаваш, масло, чай, мед, варенье. И все, я больше у вас ничего не попрошу. Мне больше ничего не надо. Пересыпаем рис. Луком запахло. И рис надо закладывать. И лук помешать даже важнее. Ох, часть лука покраснела, ничего страшного. У меня есть лекарство от этого дела, я вам попозже покажу. А пока что пойдемте сюда. Рис. Перекладывать в казан рис необходимо непременно встряхивая его. Встряхивать, чтобы он ложился очень пушисто, чтобы струйки пара промеж этого риса проходили, чтобы рис продолжил готовиться на пару. На даме, как говорят в Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане и даже Индостане. Посмотрите, как рис ложится. Ведь ни одного комочка. Ведь просто идеально. Ведь просто восхитительно. Полная кастрюля получилась. Пусть у вас жизнь будет такая полная. Трамбовать рис ни в коем случае нельзя. Он непременно должен лежать рассыпчато. Но сверху риса можно положить вот такую многослойную салфетку. Из вафельных полотенцев сами шили. Не покупали нигде. И вот теперь накрываем крышкой и оставляем томиться. Час, полтора, 2. Когда готовят на свадьбе в больших казанах, 4 часа стоит рис вот так на даме, на пару, и становится от этого только вкуснее. Лук так пахнет, слушайте, у меня сейчас сердце лопнет от этого запаха. Невероятно вкусно пахнет лук. Видели, да? Кто-то может сказать, что болди пригорела. Сахара карамелизировались. Карамелизированный сахар отлично растворяется в небольшом количестве воды. Наливаем чуть-чуть воды, и скоро лук весь станет однородно желтым, золотистым. Не будет никаких подпалин. А вода, лишняя вода, да она испарится. Куркумы немножко для красивого цвета. Плов – праздничное блюдо, поэтому все, что желтое, все, что красное, все, что золотистое, давай, неси сюда, неси к плову. Накрываем крышкой, пусть лук еще постоит. Он еще слаще получится, еще вкуснее получится. А нам пора нарезать зелень. Зелени в этот плов чем больше положишь, тем вкуснее получится. Ну, и пойдет и петрушка, и кинза, и базилик, шпинат. Шпинат обязательно можно положить. Еще можно положить укропа немножко, можно положить чуть-чуть мяты. И одна секретная трава, о которой я вам должен рассказать отдельно, потому что ее не все знают.
Но если вы пойдете на рынок к тем людям, у которых покупаете зелень всегда, и скажете, что вам нужен кявар, вот это называется кявар. В Средней Азии эту траву называют джусай. В Азербайджане называют кявар. Одно и то же. Только не надо говорить, мол, это дикий лук, это лук-порей. Нет, это не лук-порей, это не дикий лук. Нет, это другая трава с совершенно уникальным вкусом. Очень приятным, кисленьким вкусом. И плов у нас получится приятный, такой кисло-сладкий. Лук сладкий, мясо сладкое. Вот эта зелень очень приятную кислоту дает. Кявара мало. Дефицит. Для меня искали на базаре, только вот 2 пучка маленьких нашли. Знаете, почему мало? Потому что мало покупают. Кому нужен, да, кявар? Никому не нужен. Таких, как я, как Сталик, да? Здесь в Москве раз-два обчелся. Идите на базар. Требуйте, чтобы вам привезли кявар, либо джусай. Если встретите узбеков, либо киргизов, говорите джусай. Если встретите азербайджанцев, говорите, чтобы привезли кявар. Запомнили? Кявар, джусай, джусай, кявар. С этим джусаем по весне в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, ну, в общем, везде, где растет, готовят манты. Какие манты получаются. Слушайте, попробуйте один раз. Точно так же вот лук припустите и добавьте сюда как можно больше кявара. Ну, можно добавить для вида еще немножко другой какой-то зелени, не знаю, там шпинат, можно щавель добавить. А почему не добавить щавель? Кажется, у меня здесь даже есть щавель. Не знаете случайно, да? Это щавель или не щавель? Или это шпинат? А? Щавель. Если нет кявара, можно приготовить со шпинатом и щавелем. Мало кто определит, был там кявар или нет. Курочек нет, смотрите. Вот у моего папы всегда были курочки. Так порежет, отдаст курочкам. Курочки любили его, бегут к нему навстречу. Яйца несли, такие яйца были желтые, такой желтый. А куры, когда зарежешь, когда сваришь, бульон такой, за квартал слышно. А теперь что мы делаем? Слушай, мы преступники, мы берем, выбрасываем столько корма для курочек, индюков, уточек, гусей. Нехорошо. Ну что поделать? Жизнь такая. Вот что с этим делать? Засушить и дождаться свеженьких огурцов, чтобы замалосолить? Ладно. До этого времени еще укроп будет. Но, честное слово, мне стыдно. Сердце кровью обливается, а зелень нарезается. Зелень продолжает нарезаться. Видите, сколько, да? Целый тазик зелени. Теперь зеленый лук. О, зеленый лук молоденький, очень интересный, очень вкусный. С таким зеленым луком, знаете, сколько женщин хотели бы познакомиться? Но им же потом целоваться надо, поэтому они лук не едят. А нам, мужчинам, можно лук есть. Особенно приготовленный в составе плова, который называется сабзи гаурма плов. Кто к нам присоединился только сейчас, мы готовим азербайджанский плов с зеленью и мясом, который называется сабзи гаурма. Сабзи – это зелень, а гаурма – это означает жареное мясо. До мяса мои золотые руки вот-вот дойдут. Мясо нежное, молоденькое. 40 минут, максимум 1 час, и будет отлично готово. Вот он шпинат. Знаете, шпинат какую роль играет? Ну, он же практически такой, как бы безвкусный, да? Правда, врачи говорят, будто он очень полезный. Ну и хорошо, раз говорят, мы его будем кушать. Но вообще говоря, когда зелень слишком пряная, когда зелень дает слишком много вкуса, шпинат как бы разбавляет этот вкус. Служит как бы наполнителем. Понимаете? Растворителем вкуса. Объем есть, вкуса нет. Точнее, как это нет? Точнее сказать, вкус специфический. Ну-ка. Ух ты! А кинза-то как уже пахнет? Это ведь уже не зимняя кинза, это уже весенняя кинза. Сейчас середина марта. Это у нас здесь в Москве снег, сугробы. Кому снег нужен, приезжайте. Отдам бесплатно. А где-то уже солнышко светит. И под этим солнышком на грядках созрела кинза. Привезли добрые люди. Деньги им надо, вот и привезли. Привезли кинзу в Москву для того, чтобы она пахла здесь и украшала своим запахом мою кухню. И вашу тоже.
Я знаю, что некоторые люди не любят кинзу. Ну, это то же самое, что не любить, не знаю, там, коньяк, сыр, пармезан или зеленый чай. К таким вещам привыкать надо. Вообще ко многим хорошим вещам надо привыкать. Привыкнуть легко, а вот отвыкнуть потом уже не сможете. Да и дети ваши полюбят всю вот эту зелень, будут требовать: папа, купи мяты, да? Не Сникерс, не Марс вот этот вот. Они будут требовать: купи мне, папа, молодой чеснок, купи мне мяту, купи мне зелень, купи мне острый зеленый перчик. Потому что все это я очень люблю. О, а мята как запахло. Слушай, я вот этот укроп, знаете, зачем оставлю? Для украшения. Вместо букета, да, плов подаешь, а рядом букетик. Букетик зелени. Зелени отлично порезанный. А как здесь лук? Как здесь лук? А? Слушайте, как здесь лук? Какой лук? Ох, прекрасный лук. Очень хорошо приготовлен. Очень хорошо пахнет. Лук можно отложить в сторонку и начать готовить мясо. Для того, чтобы приготовить очень вкусное мясо, к мясу надо добавить хорошего, очень вкусного топленого масла. Ну, много не надо, потому что на мясе, на баранине, на его поверхности есть очень хороший жирок. Не удивляйтесь, здесь масло, здесь масло, здесь масло. Это Азербайджан. Это азербайджанская кухня. Здесь должно быть масло. Здесь мясо должно быть таким, как надо. Очень вкусненьким, очень жирненьким. Молоденький барашек. Сочный, нежный, ароматный. Это была задняя ножка барашка. Ну, сколько здесь мяса? Килограмма 1,5-2, не меньше. Нарезаем кусками грамм по 35, по 40. Ну, вот такие жилистые, можно и помельче. Вот это примерно 25 грамм. А следующие куски уже будут вот такие, хорошие. Когда в ложку попадет, кушаешь, понимаешь, что у тебя на ложке кое-что было. В основном все азербайджанские пловы готовятся раздельно. Это по сути своей раздельные пловы, когда рис готовится отдельно, а мясо и остальные продукты, либо курица и остальные продукты, либо сухофрукты и орехи готовятся отдельно. Если кто-то считает себя настолько умным, что может утверждать, будто это не плов, то я могу вам сказать, вот этот плов, который все вот эти вот умники привыкли считать настоящим, единственно верным, единственно правильным, ну я имею в виду узбекский плов, среднеазиатский плов, когда лук, морковка, мясо и все это в одном казане, такой плов готовят примерно 100 миллионов человек на нашей планете. Ну, там 34 миллиона, не знаю, сколько в Узбекистане, сколько-то в Таджикистане, в Киргизии, в Казахстане теперь тоже готовят. В России тоже можно посчитать, наверное, сколько миллионов там готовят. И не знаю, еще плюс Афганистан. А весь остальной мир, весь арабский мир, Иран, Азербайджан, Индия готовят плов, где мясо преимущественно готовится отдельно. Иногда уже после отваривания риса, рис и другие продукты объединяют в одном казане, ну чтобы они там попереженились. Но, к слову сказать, точно так же плов готовят и в Бухаре. Точно так же плов готовят в Хорезме. А Бухарский регион, Хорезмский регион – это такие два столба среднеазиатской культуры, на которых вообще-то культура Средней Азии держится. Не, ну конечно, еще есть Ташкент, Фергана, Ош, Худжан, Душанбе. О, сколько вкусных городов есть в Средней Азии. И буквально в каждом городе готовят какой-то свой особый плов. Но сегодня мы готовим особый плов, как его любят готовить в Баку, Янже, Шуше, Шейки. О, сколько вкусных, прекрасных слов на карте Азербайджана. Скажите, пожалуйста, вы бывали когда-нибудь в Азербайджане? А? Ездили когда-нибудь попробовать шашлык, машлык, плов, млов, салат, малат, пить щербет, мербет? Анекдот вам рассказать? Одного азербайджанца с женой разводят, и судья спрашивает у него: что у тебя есть? Он говорит: ну, дом, мом, машина, пашина, мебель, шмебель. Судья говорит: ну хорошо, дом ей, мом тебе, машина ей, пашина тебе, ну и так далее. Он говорит: подожди, что-то как нечестно, что это?
Мебель ешь, мебель мне. Он говорит, ну хорошо, давай, дети тебе, мяти ей. Чего не смеется, а? Чего не смеется, не смешно? То-то и оно. Детей не делить надо, детей любить надо. Детей надо воспитывать на хорошей, вкусной еде. Знаете, как вкусно у нас сейчас пахнет в кухне? Знаете, как сладко мясо шкварчит на масле, на топленом? Приходите минут через 5, через 10, вот это мясо уже будет подрумяненным, и мы продолжим наше приготовление. Мясо пожарилось, и, пожалуй, что даже слишком пожарилось. Здесь и на кастрюле припек, и мясо такое румяное. Вы же только что узнали секрет, как исправить лук, как сделать его идеально золотистым. Да? Мы долили в воду, и вот, пожалуйста, весь лук абсолютно равномерно пожарен. Лук перекладываем в мясо. Чтобы сотейничек не мыть, бульоном его сполосну. Бульон хороший, мясной, очень ароматный, очень вкусный. И заливаю. Теперь, пока здесь есть бульон, есть смысл немного посолить мясо, потому что соль в жирах не растворяется. Вот в этом бульоне, в этом соусе соль растворится. Но азербайджанская кухня не столько соленая, сколько подкисленная. Азербайджанцы – народ, который живет в разных странах. Есть наш Азербайджан, постсоветский, и есть еще Южный Азербайджан. Я имею в виду те регионы традиционного проживания азербайджанцев, которые ныне находятся в Иране. И вот там наши иранские братья и сестры в такие пловы подкладывают сушеный лимон. А точнее не лимон, точнее лаймы. У меня нет сушеных лаймов. Хотя я знаю, как их сушат. Знаете, вот цедру снимают просто овощечисткой и потом на ниточку. И он очень быстро высыхает. Нету сушеного, есть свежий. Положу ненадолго, надеюсь, что это не испортит сабзи гаурма. Тем более, что самое время опускать сюда всю зелень. Сейчас весь ансамбль, сейчас весь оркестр заиграет, запляшет, затанцует. Смотрите, сколько зелени. Кажется, что очень много, да? А когда зелень припустится, покроется вот этим соусом, и останется немного. И это будет очень-очень вкусно. Послушайте, есть ведь очень похожее грузинское блюдо, да, где точно так же баранину готовят с огромным количеством зелени. Напомните мне, пожалуйста, название этого блюда. А то у меня что-то на старости лет с памятью-то стало не того. Здесь все хорошо, чтобы зелень скорее прогрелась. Накроем кастрюльку ненадолго, минут на 5. А потом надо будет перемешать. Самое время заняться рисом. Как вы думаете, зелень через сколько минут приготовится? Вот через столько минут и плов будет готов. Но пока что рис, который продышался, который стал очень легким, очень воздушным, надо сдобрить маслом. Пусть теперь масло просочится сквозь рис, покроет каждую рисинку своим волшебным янтарем, пропитает и превратит обычный вареный рис в плов. Если кто-то знает, что обозначает слово плов, и думает, что слово плов обозначает мясо, приготовленное с морковью и рисом, то он ошибается. Если кто-то все еще верит во вьетнамские народные сказки, мол, плов придумал Александр Македонский, его название означает то-то и то-то, запоминайте. Слово плов происходит из санскрита, что означает особым образом приготовленный рис. Рис, который промаслен. В Иране и сегодня готовят плов, то есть рис, приготовленный вот таким методом, и челов. Челов – это когда рис не приправляется маслом. Просто так, простоял, продышался и все. Ну разве что его иногда шафраном украсят. Вот так. Этот порошок заливаем кипяточком. О. Видали?
Видали, какой благородный цвет у шафрана? Вот этим самым шафраном спустя 2-3 минуты мы польем рис. Рис-то уже продышался. Видите, вот эта салфетка влажная. Это та влага, которая лишняя вышла из риса. А теперь мы его напоим шафраном. Надо мясо с зеленью помешать и черного перца добавить. Ох, как оно пахнет, а с перцем-то еще вкуснее будет. Знаете, вот это сочетание мяты, базилика и лайма, который встречается разве что в коктейлях, да, в каких-то экзотических кухнях вроде тайской, в азербайджанской кухне тоже очень хорошо танцует. Очень гармонично звучит. Сейчас вся зелень потемнеет, и сабзи гаурма будет готова. Идемте, пожалуйста, рис шафраном заправим. Полюбуемся рисом. Вдохнем его аромат. Рис басмати сам по себе пахнет очень вкусно. А когда он шафраном, когда он с топленым маслом, да когда казмах снизу риса даст о себе знать. О, вот это будет дело. Я специально полил рис кольцом. Не полил весь рис сплошным слоем. Нет, ни в коем случае. Пусть одна резинка будет желтенькая, золотистая, напитанная шафраном, а другая чисто белая. Это будет очень красиво. Ну а здесь-то как? Здесь такая сабзи гаурма. Посмотрите, мясо каким красивым стало. Все, нет ни тени пригорелости. Все просто отлично. И зелень готова как нельзя лучше. Я, пожалуй, что даже остановлю нагрев. И пусть просто постоит. Напитается запахами. Чтоб мясо пропиталось ароматом зелени. Чтоб мясо получило кислинку от лайма. Чтоб черный перец успел сработать. Это будет плов. Азербайджанский плов. Сабзи гаурма. Ответственный момент. Подача плова, понимаешь ли. Эх. Начну с мяса. С мяса и зелени. Пахнет из этой кастрюли невероятно вкусно. Кулинария – это наука о разнообразии. Если кто-то любит плов с морковкой, это замечательно, я его тоже очень люблю. Но разве не скучно всю жизнь ездить по одним и тем же дорогам? Разве не скучно каждый день из окна видеть одну и ту же картину? Разве не скучно день за днем, год за годом есть одну и ту же еду? Ну пусть это даже самый лучший плов. Лучше всего, ребята, когда у человека есть возможность поесть разные пловы, попробовать разные супы, посмотреть разные страны, подружиться с разными людьми. Вот в этом и есть смысл жизни. Понимаете, но не в однообразии, не в единообразии. Эх, как мне жалко тех, кто ни разу в жизни не пробовал вот такой рис. Когда этот рис встречается с мясом, с зеленью, или наоборот с курятиной, с каштанами, с аль-бухарой. Вот здесь-то и происходит настоящее кулинарное чудо. А еще подобный метод приготовления позволяет очень богато накрыть стол. Один любит мясо, другой ест курицу, третий курицу терпеть не может и любит рыбу. Можно приготовить один вид риса, а к нему 3-4 начинки. Поставить вокруг риса. Даже какую-то сладкую начинку, сухофрукты, орешки, приготовленные вместе с точно таким же обжаренным луком. Мы как-то разготовили это на нашем канале. Вот здесь можете посмотреть. Вот здесь заходите, посмотрите. Это было очень вкусно. Но самое главное, что при этом методе приготовления плова все можно подать за один раз. Я пытаюсь добраться до казмаха. Риса уже достаточно. Здесь риса на самом деле приготовлено человек на 15. Но если говорить о нетренированных едоках. А если о тренированных, то человек на 6. И все. Вот он казмах. Вот он казмах.
хрустит, золотистый, ароматный. Это очень хорошо. Посмотрите какой. Посмотрите. Разве не чудо, а? О, еще как красиво, еще как вкусно, еще как хрустит он замечательно. Если кому-то кажется, что вот этот рецепт, здесь все очень просто. Да, просто. Просто. Но вот такие-то простые блюда, чтобы из них получился шедевр, и есть самая большая сложность в кулинарии. Ох, какой казмах, как красиво. Остальной плов пока накрою. И теперь положу себе, чтобы попробовать и чтобы показать вам, как едят такие пловы. Понимаете, вот в узбекском плове, особенно если мы говорим о ферганском варианте узбекского плова, ну все там уже перемешано, да? В самаркандском плове рис отдельным слоем, морковка отдельным слоем, мясо отдельным слоем. В азербайджанском плове что-то похожее. Здесь рис накладывается вот с краю. Каждый себе на тарелочку кладет столько, сколько захочет. Рядышком непременно дольку казмаха. А каурму, ну, сегодня речь идет о сабзи гаурме, можно положить рядом отдельно от риса. А можно взять да и полить этим соусом сам рис. И вот этим вкусом зелени рис пропитается и получится еще вкуснее. Однако первым следует попробовать только рис. Насколько вкусным, насколько ароматным он получился, насколько рассыпчатым. Ну, насчет рассыпчатости, наверное, ничего доказывать не надо, да? Рис и зелень, рис и соус. Ребята, ну приготовьте, можете называть это не плов, можете говорить что угодно, но приготовьте. Приготовьте, я ради ваших детей прошу. Пусть ваши дети однажды попробуют такой плов, а вы, так и быть, продолжайте настаивать на своем. Говорить про настоящий плов все равно, что говорить про настоящие ботинки, про настоящие стулья, про настоящий автомобиль. Если что-то в этом мире делают, либо готовят более чем 2 человека, то разнообразие неизбежно. Именно этим и прекрасен наш мир. Именно поэтому так интересно жить. Именно поэтому так интересно увлекаться кулинарией. И иногда вот взять да и пожелать зрителям приятного аппетита. И приятного аппетита. Аппетита. Сталик. Книга «Сталик. Видеобук». Роскошная новая книга. Отправляется Татьяне Аркадьевне. Татьяна Аркадьевна, от всей души желаю вам приятного аппетита. Вы только что видели, как заворачиваются, как упаковываются наши книги перед тем, как их отправить покупателям. Знаете почему? Потому что материалы для всех этих книг я сам собирал по крохам. Все блюда готовил сам, фотографировал все сам. Ездил в другие страны, вот, например, как вот за этой книгой. Таджин, кускус и другие марокканские удовольствия. Ездил сам, фотографировал все сам,
с людьми общался, знакомился, просил, чтобы мне показали, как что готовится. Записывал это все для вас. Поэтому мне отправить книгу плохо упакованную, которую по дороге разобьют, которую по дороге помнут, расцарапают и так далее, я этого сделать не могу. Потому что все эти книги, они мне как дети. Вот вы своих детей можете взять и царапать, помять, поломать? Нет? Вот точно так же я не могу поступить со своими книгами. А в компании Wildberries, к сожалению, вот так и поступают. Дай мне один пакетик пустой, просто дековский пакетик. Они берут, вот я точно знаю, например, что они берут вот такую книгу «Казан». Очень дорогую, роскошную, огромную книгу, в которой вложено труда, ребята, ну, вы себе не представляете, сколько труда сюда вложено. Посмотрите, какие здесь фотографии. Многие фотографии очень сложные были в техническом плане. Вот, например, шафран, вот, посмотрите, как он сфотографирован. Это шафран так выглядит. Да? И эту книгу я сделал с большой, с огромной любовью и получил за нее гран-при на конкурсе в Пекине. То есть, вот не просто там Оскара в какой-то номинации, а главного Оскара, главный приз. Да? Вот такую книгу они берут, упаковывают примерно вот в такой пакетик, вот примерно в такой пакетик, да, и отправляют. Я заглянул на сайт Wildberries, чтобы посмотреть, что люди пишут о моих книгах. И те люди, которые пишут о содержании вот этой книги «Казан», все они в полном восторге. Но очень многие люди пишут о том, что книга им пришла помятая. У кого-то угол сломали, кого-то вообще порвали, кого-то исцарапали. Такую книгу не подарить, ничего невозможно. Понимаете? И это повлияло на мое решение о том, что мои книги больше не должны продаваться ни в каких маркетплейсах. Я уговорил издательство, и издательство пошло мне навстречу, что отныне я сам буду продавать большую часть моих вот больших и красивых, очень хороших, пусть немного дорогих книг. Потому что я не хочу, чтобы результаты моего труда, чтобы результаты труда полиграфистов, работников типографии, которые напечатали все это вот так великолепно, чтобы результат труда тут и моя супруга, и дизайнеры, верстальщики и так далее, редакторы, множество людей работали, чтобы это пришло все покупателям как попало. Понимаете, мало того, что эти маркетплейсы отгрызают огромную часть прибыли. Огромную часть прибыли. Вот, например, книгу «Казан» за то, что продать, они получают не менее 1000 рублей. Автор получает это от издательства в несколько раз меньше. То есть написать книгу, это вот на тебе копейки, да? У худого писца шерсть все время погуще, наверное, так это рассуждается. А деньги нужны вот туда, маркетплейсу, вот Озону, Wildberries, там еще не знаю кому. Поэтому все, точка. Я буду продавать свои книги сам. Мне многие говорят, а ты же вот столько много книг не продашь. Ерунда. В основном все те люди, кому нужны мои книги, рано или поздно находят меня в социальных сетях. На Ютубе, на сайте Одноклассники, в Дзене, там бывший Яндекс так, и так далее. И я достаточно часто рассказываю о своих книгах, поэтому до всех информация о моих книгах рано или поздно дойдет, вот до любого покупателя. Сегодня я хотел бы рассказать вам об одной из моих книг, которую я как-то обошел вниманием, и между тем эта книга просто роскошная, шикарная книга. Посмотрите, сначала о физических параметрах. Да? У многих из вас есть моя первая книга, которая называется «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Раньше она выходила в другой обложке, вот уже с 2010 года выходит вот в этой обложке. Книга рекордсмен по продажам, и читая которую все остаются в восторге. Значит, вот эта книга «Марокко» вот настолько больше, чем книга «Казан, мангал». Это книга о марокканской кухне. Напечатана на роскошнейшей бумаге. Прям великолепная бумага.
И работники типографии постарались на славу. Здесь, ну я не знаю, как еще лучше передать фотографии. Вот полюбуйтесь, посмотрите. Видали вот такие фотографии? Да? Я ездил неоднократно в Марокко для того, чтобы собрать все эти рецепты. Ездил туда с кучей фотоаппаратуры. Потому что, ну, вот это ну, не на смартфон снято, понятно, да? Это снято с очень дорогими осветительными приборами, с профессиональными видеокамерами. И, извиняюсь, с профессионалом. Фотографии для своих книг делаю я сам. Ровно так же, как и своих детей. Если кто-то считает, будто марокканская кухня это что-то уж совсем экзотическое, что-то совсем необычное, нет. Готовится все ровно из тех же самых продуктов, которые и у нас есть. Вот я здесь сфотографировался для начала марокканские продукты. Вот морковка, цветная капуста, кабачки, баклажаны, ну перец острый иногда кладут там, да. Все это есть у нас. И все специи, которые используются для марокканской кухни, они все есть у нас. Тогда о чем же эта книга? Она вот о совершенно другой еде. Кстати, у этой книжки супер обложка. Да, вот здесь она внутри вот такая, а снаружи супер обложка. И здесь вот эти буквы, они тесненные, вы их можете вот просто пальцами пощупать, эти буквы. Если здесь, вот во всех этих моих предыдущих книгах написано об узбекской кухне, об азербайджанской кухне, о кухнях каких-то братских народов, иногда и о русской кухне, и о немецкой кухне, и о татарской кухне, эта книга полностью посвящена марокканской кухне. Какая она марокканская кухня? Возможно, что многие из вас не знают, но мы, я думаю, что в ближайшее время повторим многие рецепты именно по этой книге, и я хочу показать вам, какая это интересная кухня. Если вы полюбили узбекскую кухню из-за моей книги «Казан Мангал», если вы полюбили азербайджанскую кухню, которая описана у меня вот в этих двух книгах, там «Казан Баран», и «Базар Казан» и «Дастархан». Вот эта книга, к сожалению, уже не продается. Сегодня ее перестали уже издавать. Ее продали уже довольно много. «Казан Баран» — это новое издание, продолжает продаваться. Здесь как бы продолжение этих книг, развитие этой темы. Но блюда совершенно другие. Они готовятся очень просто, при этом на вкус совершенно другие. Да, очень много готовится блюд, раз это Марокко, очень много блюд готовится в Таджине. Но вы узнаете, как марокканцы обходятся, многие марокканцы обходятся ныне и без таджина. Ну, я просто должен показать вот это. Ух, сколько труда было вложено в эти фото. Еще раз, пожалуйста, посмотрите, какие фотографии. Фаршированная рыба, но не по-еврейски, а по-мароккански. Одним словом, это шикарная книга. Минимальная цена которой, вообще-то говоря, по сегодняшним ценам должна быть 3000 рублей. 3000 рублей минимум. Сходите в любой книжный магазин и посмотрите. Я видел, что эту книгу в розничных книжных магазинах продавали по 5,5 и по 6 тысяч. И я топал до издательства ногами и говорил, ну почему так дорого продают? Ну что ж, где же совесть? Они говорят, ну вот магазины купили, они поскольку хотят, постолько и продают. А я считаю, что так не должно быть. Вот, ну 3000 это недорого. Однако, я хочу объявить вам об такой очень щедрой акции. Посмотрите, какое у меня к вам предложение. Те мои зрители, те мои подписчики, кто приобретает мои книги, зачастую приобретают сразу несколько книг. Одну какую-нибудь себе, а одну просят подписать кому-нибудь в подарок на день рождения. Например, вот эту книгу я сейчас буду подписывать Евгению на день рождения. Ну и прекрасно. Значит, покупаете 2 книги. Причем какие? Например, я предлагаю такой вариант. Книгу «Плов». Ее, кстати, все очень давно просили, вот напечатали, наконец, новый тираж книги «Плов», только что поступил, свеженькая, пахнет типографской краской, внутри роскошная, невероятно, рассказано обо всех сортах риса и так далее. Я вам уже много раз рассказывал про эту книгу, но как-нибудь потом еще покажу и поподробнее. Великолепная книга. Если вы покупаете еще и книгу «Счастье кулинара», которая полностью о домашней кухне, то вот эту книгу вы получаете в подарок. То есть платите за 2 книги. За «Счастье кулинара»
Если хотите с автографом, значит, пишите. Нужен автограф такой-то. Платите за книгу «Плов», а книгу про Марокко, марокканскую кухню, еще раз говорю, цена которой минимум 3000, вы получаете абсолютно бесплатно в подарок. Еще один вариант. Очень многие хотят вот эту книгу «Казан». Потому что книга «Казан», ну это прямо знаковая, вы можете сказать, что главная книга моей жизни, книга о приготовлении блюд в казане. Из самых разных кухонь, из самых разных продуктов, все, что можно приготовить в казане, на живом огне, не на живом огне, на газовой плите, в алюминиевом казане, в чугунном казане, в керамическом казане, такие тоже бывают. Очень подробно, очень детально описаны все блюда. Книга «Казан». К ней прилагается не очень большая, не очень дорогая книга «Мангал». А скоро же шашлычный сезон. Вот он, вот он. Значит, одну книгу покупаешь себе, одну книгу в подарок другу. Знаешь же, день рождения когда. Он же все равно позовет. Сразу приготовил все, избавился от мысли, что ему подарить. Все будут довольны. Что книгой «Казан», что книгой «Мангал». А книга «Марокко» достается бесплатно. Да? Можете ее и так купить. Можете ее купить отдельно, пожалуйста. Это очень интересная книга. И здесь еще раз говорю, что вы блюда такие, новые, необычные блюда, вы попробуйте. Опа, вверх ногами. Да. Новые, необычные блюда абсолютно не похожи на те, которые мы с вами полюбили. У них другой вкус. Но зачем покупать кулинарную книгу, если есть одно и то же? Вот если хотите чего-то нового, то книга про Марокко, про марокканскую кухню как раз для вас. И вот этот комплект за 3 книги получается очень-очень недорого. Возможно, что где-то на каких-то маркетплейсах все еще продаются эти книги. Да? Есть где-то остатки, может быть, книги «Казан». Может быть, где-то есть там «Счастье кулинара» или «Казан-Мангал». Но скоро все эти остатки закончатся, и я буду продавать эти книги сам. Почему? Во-первых, потому что маркетплейсы, в частности Wildberries, очень плохо относятся к людям. К тем людям, которые, в общем-то, приносят им их богатство, их огромные доходы. Во-вторых, потому что маркетплейсы очень плохо относятся к результату моего труда, вот к этим книгам. Потому что Wildberries отвратительно упаковывала книгу «Казан». Об этом я сам узнал, прочитав отзывы книги «Казан». Больше этого не повторится. Кто хочет, купит у меня. И еще и выгоднее, чем на Wildberries. И я больше не хочу катать их на своей шее. Возможно, что когда-нибудь я и буду сотрудничать либо с Озоном, либо с Wildberries. Да, для того, чтобы расширить как-то круг моих покупателей. Кому-то удобнее покупать оттуда. Но тогда, когда они одумаются, тогда, когда они научатся уважать людей. Вот я своих покупателей уважаю, я уважаю свой труд, поэтому мои книги упаковывают вот так. Все дойдет полностью в целости и сохранности. А сейчас я должен подписать автограф для Евгения, поздравить его с днем рождения. Если хотите получить такие же автографы и для себя, ну, заказывайте. Обращайтесь на сайт stalik.ru. Сейчас прямо на экране я напишу stalik.ru, всего 6 букв. Переписать нетрудно. И ссылка на этот сайт будет, разумеется, в описании к ролику. Обращайтесь, приходите.